предвкушение того, какими будут небеса. So I want you to know, Хочу, чтобы вы знали, if any of you make it to heaven before I do, что если кто-то из вас доберется до небес раньше меня, ask if you can bring a friend. Ask if you can bring a friend. спросите там на небесах, можно ли вам друга привести. I'm looking forward to heaven. I'm homesick for heaven. Я жду, очень жду небес. У меня просто ностальгия по ним. But it's been a blessing to be invited back again. Но большое благословение быть снова приглашенным. And the time I've spent with Mike has just been so Время, которое я awesome. провел с Майком, просто замечательно. I love the spirit God has placed in Я his heart. люблю дух, который Бог его в сердце повел. To be in Jim and Marina's home again, Быть снова с Джимом и Мариной. Jim called, I don't know, a few months ago and Пару месяцев назад Джим мне позвонил said, we've remodeled your room. и говорит, мы сделали ремонт в твоей комнате. So it's great to have a home away from home. Так что хорошо, когда есть дом вдали от дома. I'm hoping Andre will Надеюсь, что Андрей get the gist of what I'm getting ready to read here. сможет вот это вот перевести. It's called the first haircut. Первая стрижка называется. A young boy just got his driving permit. Парень один только что получил свои права. He asked his father, who was a minister, И спросил отца своего, который был служителем if церкви, they could discuss the use of the car. можем ли мы, отец, с тобой обсудить, как мы можем использовать машину? His father took him into a study and said to him, И отец его в комнату отвел и говорит, I'll make a deal with you. ну давай договоримся с тобой. You bring your grades up, Ты свои оценки повышаешь, study your Bible a little, и немножко лучше Библию изучаешь, get your hair cut, и пострижешься, and we'll talk about it. и потом мы поговорим с тобой. About a month, the boy came back again and Где-то asked the через father месяц парень опять пришел и спрашивает отца, if they could discuss the use of the car. можем ли мы, папа, обсудить с тобой, как машину можем использовать? They again went to the father's study, И опять они идут в комнату с отцом, where his father said, и отец говорит, Son, I'm real proud of you. сын, я горжусь тобой. You brought your grades up, У тебя и оценки лучше стали, you studied your Bible и diligently, ты Библию хорошо изучаешь, but you didn't get your hair cut. но ты еще не постригся. The young man waited a moment and Молодой replied, человек так немножко подождал и сказал, You know, Dad, знаешь, пап, I've been thinking about я that. вот думал об этом. You know, Samson had long hair, Если вот у Самсона были длинные волосы, Moses had long у hair, Моисея длинные волосы были, Noah had long hair, у Ноя были длинные волосы, and even Jesus had long и hair. даже у Иисуса длинные волосы. To which the father И replied, отец ответил, Yes, да. and they walked everywhere they went. И они ходили пешком везде, куда бы ни ходили. This is how to give the bad news. А вот о том, как говорить, сообщать плохую весть. Phil goes to Europe and leaves his favorite dog with his brother James. Фил едет в Европу и со своим братом Джеймсом оставляет собачку свою любимую. While in Europe, Phil calls back И, будучи в Европе, Фил звонил, to check on his dog. чтобы узнать, как там собачка. And I said, James, how's my favorite dog doing? Спрашивает Джеймс, ну как там собачка моя? And James says, Джеймс говорит, your dog is dead. умерла. What? Says Phil. Чего? You can't just tell someone their favorite dog is dead without a warning. Такую вот новость о собачке говорить вот так вот. You have to ease them into it. Надо постепенно приготовить. How, says James? Как? Well, the first day I Ну, called, во-первых, tell me my dog is on the roof. первый день, когда я позвоню, говорит, что собачка на крыше. Then tell me the dog is going to be fine and not to worry. Потом скажи следующий день, ну, с собачкой все нормально, не переживай. The next day when I called, I А said about следующий my день, когда dog. я звоню и спрашиваю о своей собачке, Tell me that you're about to get her down скажи, что ну вот сейчас снимем, уже собираемся идти. when it jumped off the roof and broke its leg. А потом скажи, ну вот и когда мы шли ее снимать, то она прыгнула с крыши, сломала ножку. Tell me the doctors say it'll be okay, И доктор говорит, все будет нормально, but собачка. he'll have to stay at the vet's for a Но while. придется побыть немножко у ветеринара. Are you getting all of this? Понял? Yes, says James. Да, да, конечно. Good remarks, Phil. Ну, молодец, говорит. Then the next day when I called back, tell me there was severe internal bleeding, Скажи, что открылось серьезное внутреннее кровотечение у собачки. and the vet didn't pick up on it, И ветеринар не успел. that my favorite dog died at 2 o'clock this morning. Любимая собачка умерла в 2 часа утра сегодня. That way it won't be such a shock to me. Тогда это не будет таким шоком для меня. Got it? Понял? Yes. Да. Good, so how's Grandma doing, Хорошо, ну Phil? как там у бабушки дела, Фил? Well, James replied, И он говорит, she's on the roof. на крышу.
think Christians should have more fun than Мне anybody кажется, on this earth. христианам нужно веселиться больше всех на этой земле. When we come together to worship God, it's a beautiful, beautiful. Когда мы собираемся вместе поклониться Богу, это просто замечательно. So many emotions inside of me. Меня просто переполняют эмоции. I feel at times, and I'm sure Mike does, Я иногда чувствую, я думаю, Майк тоже это чувствует, that we're just constantly telling somebody about it. что мы просто всегда с кем-то прощаемся. But I know it's not goodbye, it's just see you later. Но это не прощай, а увидимся. Tonight, for a few minutes, maybe 20 or so, if you could believe that, Сегодня, следующие несколько минут 20, не больше, если можете поверить в это. we have a woman in Conroe, she could talk 30 minutes to a wrong number. У нас вот в Конро есть женщина такая, она может набрать номер неправильный, 30 минут говорить с этим человеком. She got her tongue somewhere last summer, stayed out of the mouse. Она даже язык отпекла летом, потому что солнце светило, а он так долго изо рта We're going to be talking about the twofold life. Будем говорить о Twofold, if it was two parts. двоякой жизни. In Romans chapter 5, verse 10, В 5 главе Римлян, 10 стих, Paul talks about the Павел life we говорит have. о жизни, которая есть у нас. But in John chapter 10 and verse 10, Но в Иоанне 10:10 the Bible says he has come that we may have life Библия говорит, что Он пришел, чтобы была у нас жизнь, and have it abundantly. и жизнь с избытком. So we all have life, У нас у всех есть жизнь, but as children of God, но у детей Божьих we have the abundant life. есть жизнь с избытком. That means there's going to be an abundance of it. То есть будет избыток жизни. The time on earth is short, it's very brief. Время здесь, на земле, оно очень короткое. So people say, Earl, what do you do? И когда люди задают мне вопрос, Эрл, что ты делаешь? I said, I travel the world telling people God's not mad at us. Я говорю, я путешествую по всему свету и говорю людям, что Бог не злится на I нас. try to help us enjoy heaven on the way to heaven. И пытаюсь помочь всем людям наслаждаться небесами на пути к небесам. But God wants every one of us as His sons and daughters Но Бог хочет, чтобы все мы, Его сыны и дочери, to live the abundant life. жили жизнью с избытком. But for that to happen, Но чтобы это было, as harsh as it may sound, так как бы ужасно это ни звучало, God's going to have to tear up our comfort. Богу придется нарушить нашу зону комфорта. In Philippians 3 verse 9, Филиппийцам 3:9 the Bible says we're in Christ. Библия говорит, мы во Христе. In Galatians 2 verse 20, Галатам 2:20 the Bible says Christ is in you. говорит, Христос в вас. Christ in you, the hope of glory. Христос в вас, надежда славы. As I've said, He could live anywhere He wants to live, Как я сказал, Христос может жить где угодно, but He chose our bodies но Он выбрал наши тела, to be His home. чтобы они были Его домом. What an honor, Какая честь, what a privilege какая привилегия to represent the Lord Jesus Christ. представлять Господа Иисуса Христа. In Matthew 11 verse 28, Матфея 11:28 it says, Come unto me, all you that labor and heavy laden, and I will give you rest. говорится, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. And then He says, Take my yoke upon you И and learn потом of me, говорит Он, возьмите бремя иго мое, for I'm meek and lowly in heart, ибо я кроток и смирен, and you shall find rest for your souls. и найдете покой душам вашим. So we have a rest, И у нас есть покой, and we have a soul rest. и покой душам. Those verses have been there forever and a day. I've been quoting them since childhood. Эти стихи там всю жизнь мою были, я с детства их цитирую. So we have the twofold life as sons and daughters of God. Поэтому у нас есть вот такие две стороны жизни, как у сыновей и дочерей Господь. In Colossians 2 verse 6, Колоссянам 2:6 talks about that we receive Christ. говорят о том, что мы получаем And Христа. 1 John 2:6 1 Иоанна 2:6 says we're walking with Him. говорится, что мы идем с Ним. In Romans 5 verse 1, Римлянам 5:1 the Bible says we have peace with God. Библия говорит, что у нас есть мир с Богом. In Philippians 4 verse 7, Филиппийцам 4:7 listen, слушайте, ears, eyes, and heart. уши, глаза, сердце. We have the peace Есть by helping мир of God. Божий. Wow. Y'all think God's at peace with Himself, yes or no? Как вы думаете, Бог в мире с самим собой? Does it say we can have that peace, yes or no? Говорится ли, что у нас может быть этот мир? Да, нет.
I heard Mike help me. 3,000. I don't know how many thousands of promises in the Сколько тысяч обещаний In the в Bible. Библии дано. I wonder how many of those we really claim. И я вот не знаю, сколько из этих обещаний мы действительно провозглашаем. I remember one time in America we were singing the song "Standing on the Promises," Есть песня у нас «Верой в обещание», да? and I just stopped the song И я как-то остановил эту песню and asked an audience of 200-300 people и спросил у аудитории из 200-300 человек, to name me a few of the promises they're standing on. назовите ко мне обещания, на которых вы стоите. It was unbelievable. I mean, just like 8 or 10, and they ran out. Я не мог поверить в одно, вот 8-10 обещаний, все. Think, what's wrong with this picture? И что ж такое, что случилось? So if I were to ask you tonight, Если я вас сегодня вечером в Киеве, to name me a few of the promises of God, назовите мне несколько обещаний Божьих. how many would come to your mind? Сколько вы так вспомнили? Вот так? So whatever promises God has with my name on them, Все обещания, какие есть у Бога с моим именем, I want to claim them. я хочу всех их провозгласить, и все, In чтобы Romans, они были для меня. in Romans 5, verse 1, Римлянам 5:1 we have saving faith. у нас есть вера спасающая. In Romans 5, verse 2, 5:2 we have a satisfying faith. у нас есть вера, которая может нас удовлетворить. Two things God must honor, I've shared with, I think since I've been here. Two promises that he could never go back on, or two. Два обещания, которые Бог никогда не отменит. God must honor faith, Бог всегда чтит веру and he must honor humility. и чтит смирение. He can never go against those two things. И против этих двух вещей он никогда не пойдет. So it's crucial that every one of us, as his sons and daughters, Критично, чтобы все мы, как его сыновья и дочери, learn to say, научились говорить. maybe not every day, but almost Может, every не day, каждый день, но почти каждый день. I was wrong, Я был неправ. I'm sorry, Прости меня. I don't know, Я не знаю. please forgive me. Пожалуйста, прости. Would y'all please humor me and just let's all repeat that? Давайте повеселите меня немного, повторите. I was wrong, Был неправ. I don't know, Я не знаю. I'm sorry, please forgive me. Wow. You're going to be amazed at the blessing and peace that will be in your life. И вы будете удивлены тем благословением и миром, который будет в вашей жизни. In Matthew chapter 4, В 4 главе Матфея Jesus said to his Иисус сказал disciples своим ученикам, as they were on the seashore, когда они были на берегу моря, follow me. следуйте за мной. A number of years went by. И годы прошли. In John chapter 21, В 21 главе Иоанна he used those two words one more time. он эти два слова еще раз повторяет. He said, Он follow говорит, me. следуй за мной. The first time they were just giving up their Первый раз fishing business. им просто нужно было оставить свой бизнес, рыболовство. But the next time when they said, follow me, Но в следующий раз, когда Иисус им сказал, следуй за мной, they were taking their hands off of their lives они отпускали свои жизни and getting ready to follow Jesus all the way to the cross. и готовились следовать за Христом до креста. I've heard that first follow me. I have. Я слышал вот этот первый призыв, And I think I'm getting very close to hearing it again. и мне кажется, я готовлюсь к тому, чтобы услышать его опять. I want to be known when I die Хочу, чтобы меня знали, когда я умру, as a preacher known in hell. чтобы я был известен как проповедник, которого знали в аду. I hate Satan and his angels and all they stand for. Я ненавижу ни сатану, ни ангелов его, и все, за что они борются. So I want that chiseled on my marker when I die. Я хочу, чтобы вот это было на моем гробовом камне, когда я умру. The Bible says, if anyone smite thee on one cheek, Библия говорит, что если кто-то ударит вас по щеке, help me. No, which cheek? а по какой щеке? По правой. Left. По правой. Did you ever think that why he said right instead of left?
Не думали, почему он сказал правая, а не левая? If I'm right-handed Если я правша, and I slap him on the right cheek, и я его по правой щеке, it's going to be a backhand, which is really an insult more so than this. и получается, я тыльной стороной ладони ударю. Это большая обида, чем если этой стороной ладони. So Jesus said, if anyone smite thee on the right cheek, И Иисус говорит, если кто-то ударит вас по правой щеке, turn the left also. подставь и левую. Do y'all believe that verse? Верите вы в этот стих? This means yes, this means Это no. да, это нет. Have you been obeyed? Повиновались ли вы? Y'all not going to believe this. Вы в это не поверите. Somebody that is nice Кто-то, кто хорошо относится к вам и обходительный, and kind добрый, and loving любящий and caring. и заботящийся. I've had my cheek slapped before. I've had someone slap my cheek. I've had another person slap my cheek. Мне реально когда-то били по щеке. Does that surprise y'all? Это вас удивляет? How could they do that? Как они могли такое сделать? And you know what I was able to do by God's grace? И знаете, что я по Божьей благодати смог сделать? I turned the other cheek. Я повернул другую щеку. They didn't choose to hit that one. Не захотели бить. But that's the first and only time I've ever had an Но opportunity это to первая и experience единственная that. возможность, когда у меня была такая возможность сделать это. So you know what I'm finally learning at age 71? И что чему я наконец-то научаюсь, 71 год жизни, I'll be 72 December the 24th. 22 декабря будет мне. If some of y'all like to make a note of that, Запишите, может, себе. send me a birthday card Пошлите мне открыточку. with a little something in the card would be helpful. И там чего-то в открыточку тоже положите. So I know what it's like to turn the cheek. Я знаю, как это повернуть другую щеку. Listen carefully. Внимательно слушайте. The right cheek, Правая щека. the first mile, Первая миля, the coat, and the coat одежда. is just barely getting on board in the Christian life. Это только чуть-чуть вы начинаете входить в христианскую жизнь. You understand that phrase? Понимаете эту фразу? It's the left cheek, Левая щека, the second mile, вторая миля. and the cloak. И не только верхняя одежда, а и нижняя одежда. That's where the Christian life finally begins to make sense. Вот это, когда христианская жизнь наконец-то становится и принимает какой-то смысл. I don't mean to be mean and cruel, Не хочу быть злым и обижать, but I think sometimes we're like the little но я думаю, что иногда 4-year-old boy. мы вот как 4-летний мальчик такой. His dad put him in bed one night. Его папа как-то укладывает спать. An hour or two later, the father hears a noise in the little boy's bedroom, Пару часов папа слышит какой-то шум. and father walks in the room, Заходит в комнату, and his little boy is on the floor. и его сын на полу. And the father said, "Son, И говорит, why отец, did you сын, fall out of bed?" почему ты выпал из кровати? Listen to his answer. Слушайте ответ. He said, "Dad, I don't know, Говорит, папа, я не знаю. unless I went to sleep too close where I got in." Но, наверное, я уснул слишком близко к тому месту, где я лег в кровать. He just got on the edge of the bed and fell out. He went to sleep, so getting in bed, he just got right on the edge of it and fell out. Ну да, слишком близко к краю уснул. Does that work this time? It's not translating. Y'all, somebody tell us what you think I said. А что вы думаете, я сказал? Most people are not that honest. В основном люди не такие честные, как вы. The point I'm trying to make, Что я хочу сказать? in the Christian walk, we get a baptismal certificate. Вот в своем христианском пути мы получаем сертификат крещения, да? And the first few months we read and study, Первые пару месяцев мы читаем, изучаем, растем, and then we quit reading and studying. а потом перестаем читать, изучать. So we go to sleep И мы засыпаем. and just start maybe going through the motions of being a Christian. И делаем просто христианские движения. I hope that's not true. Надеюсь, что это неправда. So the right cheek, Правая щека, the first mile, первая миля. is
just barely getting on board. It's a left Это cheek, вы только-только начали the second mile, начинать христианство. Левая щека, вторая ниже. and the cloak. И одежда. In Philippians 2 verse 7, Филиппийцам 2:7 the Bible says, but Jesus made himself nothing. Библия говорит, что Христос уничижил себя. And then it says right А below that, потом говорит, and being made. и потому что Он таким стал, Did you hear that? слышали? He made himself nothing, Он сам себя уничижил, то есть сделал как ничто. but being made. He was in total surrender to the Father. I don't know how to, yeah, but it's, yeah. He let, that means the Father was, he was being made. The Father, he had surrendered himself totally to the Father. Сделавшись подобным, сказано, сделавшись подобным. То есть In Luke chapter 15, в 15 главе Луки the prodigal son, блудный сын. he said, give me. Он сказал, сын говорит, дай мне. Y'all remember that story? Помните эту историю, да? Блудного сына. What did he do? И что он сделал? It's all right to talk in church. Можно говорить. Гей. Yeah. Вот гей. Yes, but what the son, he А said, что the son сын? said, give Сын me. говорит, дай мне, да? Thinking about himself. Думает о себе только, да? This is just a fun note, funny. Просто интересная такая заметка. Do you know who hated to see the prodigal son come home? Вы знаете, кто не хотел бы, чтобы блудный сын пришел домой? The fatted calf. Теленок. Isn't that terrible? Ужасно, да? So he's in Luke 15:12, he says, give me. Луки 15:12 говорит он, дай мне. In Luke 15:19, 15:19 he said, make me. он говорит, сделай меня. So God wants all of us to submit to him. Бог хочет, чтобы все мы ему покорились. He wants to take this clay Хочет взять эту глину and mold it и сформировать and ее, make it и сделать and из shape нее, it придать ей форму, into the image образ of his son. своего сына. As I said the other night, Как я сказал уже, God was so pleased with his first son. Господу так понравился его первый сын. He wants all his other sons and daughters Он хочет, чтобы все его остальные сыновья и дочери to be just like Jesus. были похожи на Иисуса. This lady Женщина, had a rose of flower. у нее роза была, She went to visit her 90-year-old friend in the nursing home. пошла она к своей подружке, которой было 90 лет, в доме престарелых она жила. And she took that rose and gave it to this 90-year-old lady. Взяла эту розу и подарила этой женщине. And as soon as this 90-year-old lady received this Как rose, только женщина это получила, эту розу, she walked out of her room, она вышла из комнаты своей, down the hallway in the nursing home, прошла по коридору, into another room, в другую комнату and gave this rose to a blind lady. и отдала розу слепой женщине. And she told the young lady, И сказала вот этой вот девушке, которая принесла ей She said, розу, сказала, this lady needs this more than I do. ей это нужно больше, чем мне. Here's what's going to touch your heart. Вот что коснется сейчас сердец ваших. When this young lady saw what Когда happened, эта девушка увидела, что случилось, you know what she did? знаете, что она сделала? She pulled off her shoes. Она сняла обувь свою. She saw God Она увидела Бога so alive настолько in живым that 90-year-old blind lady в этой 90-летней женщине, that she thought she was standing on holy что ground. она подумала, что стоит на святой земле. She pulled off her shoes. И сняла обувь. You ever met a Christian anywhere that you Когда-нибудь вы встречали христианина, который just saw God so alive настолько живым видел Бога, that you just may want for a second or two pull off your что, shoes? может, на секунду или пару секунд задумались, а не разуться ли? Is that possible? Вообще-то возможно. That maybe even some of us here tonight are just sold out to God that Может, кто-то из нас вот видит Бога так, just standing on holy ground. что вот как будто бы стоишь на святой земле.
So this whole journey И все это путешествие, is to be molded and shaped оно для того, чтобы быть сформированным и чтобы придавали нам форму into the image of His Son. в образ Его Сына. I hope these messages Надеюсь, что вот это вот have encouraged you, вас ободрило challenged you. и бросило вам вызов. I don't know why Mike came here, but I came to Не знаю, зачем Майк приехал, но я за двумя вещами сюда. Утешить, and afflict the comfort. утешить тех, кто It's hard to do. Тех, кто? To make the comfortable uncomfortable. чтобы утешить тех, кто, И скажем все. так, нуждается в утешении, и чтобы утешить скорбящих и дать скорбь утешенным. Спасибо. Чтобы утешить скорбящих и дать скорбь утешить. Thank you for coming back again tonight. Спасибо за то, что вы пришли сегодня. Please remember the twofold life. И помните, что вот есть две стороны жизни. The very idea we're still here tonight in Kiev, Ukraine, Но идея в чем? Мы до сих пор здесь, вот в Киеве, в Украине находимся. in bodily form, and still just walking the earth, И просто ходим по земле. means that God still has a work for each one of us to do. Это значит, что у каждого из нас есть еще какая-то работа, чтобы мы сделали ее. But one day, when Но однажды, и это будет скоро, He's going to call us home. Он призовет нас домой. So when y'all get word someday И that когда I died, вы услышите, когда-нибудь вы услышите, что я умер, I don't want you to believe a word of it. не верьте ни слова. Because the very moment that Потому message что here, в тот момент, как только вы услышали это, I've never been more alive. я никогда не был более живым. So I'm enjoying life, but I'm looking forward to the Я one. наслаждаюсь жизнью, но жду следующей жизни. Thank you. Спасибо. I love you. Люблю вас. Keep on keeping on. Продолжайте. This has been a time for us to come together and learn. Было это время, чтобы собраться вместе и научиться. We've learned Научились many things this week. многому за эти несколько дней. We have learned two things that I will long remember. А две вещи даже, которые я буду долго помнить. This morning we learned Сегодня утром мы узнали, that pigs can fly. что свиньи могут летать. We have also learned Также мы научились, that when the Lord comes что когда Господь придет, and we are all called to heaven и всех нас призовут на небеса, and God is ready to begin His judgment, и Господь готов начать свой суд. Andre will say, 1 minute, Андрей скажет: одну минутку, we have a few announcements. есть пару объявлений. But seriously, Но серьезно, we began on Wednesday nights talking в about среду a clean вечером heart. мы начали говорить о чистом сердце. And we've looked at a number of passages Смотрели мы на несколько отрывков, that call our attention to the type of heart we should have as привлекают Christians. наше внимание к тому, какие наши сердца должны быть у нас, как христиан. And every class you have been in the last few На days каждом занятии, на котором вы были последние несколько дней, has simply been an enlargement of the theme это просто было расширение темы of the kind of heart that we as Christians should have. и лучшее объяснение того, каким сердце должно быть у нас, как христиан. It seems appropriate, therefore, Поэтому, я думаю, будет уместно, that in this final opportunity to share just a few words with you, когда у меня есть последняя возможность поделиться еще парой слов с вами, that I turn to one more passage about the heart. чтобы я обратился к еще одному отрывку о сердце. We began on Wednesday night with a prayer of David В среду for a clean вечером heart. мы начали с молитвы Давида о чистом сердце. Tonight I want to draw our attention to the prayer of his son Привлечь наше внимание к молитве его сына for a special kind of heart. об особом сердце.
And just as the kind of heart David asked for is the kind of heart we should ask for, И поскольку вот то сердце, которого просил Давид, это такое сердце, о котором и мы должны просить. the kind of heart his son asks for in this prayer И вот то сердце, о котором просит его сын здесь, is equally the kind of heart we should seek. это также такое сердце, какого мы должны искать. Solomon has been crowned king, Соломон уже коронованный царь. and there is a dialogue that he has with God in a dream Записан диалог его с Богом во сне. in 1 Kings, Третьей книге Царств, chapter 3. 3 глава. Verse 8 says, 8 стих говорит: Thy servant is in the midst of thy people, which thou hast chosen, раб твой среди народа твоего, который избрал ты. a great people who cannot be numbered or counted for multitude. Народ столь многочисленный, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть. So give thy servant Даруй же рабу твоему an understanding heart сердце разумное, to judge thy people, чтобы судить народ твой to discern between good and evil. и различать, что добро и что зло. My English translation Вот мой английский перевод had him asking for a discerning heart. говорит о том, чтобы было сердце, которое может различать, разумное сердце. But in the original Но в language, оригинале what he asked for was a hearing heart, a heart that hears. говорится здесь сердце слышащее, которое может слышать. He said, give me a heart that is eager to hear. Дай мне сердце, которое готово слышать. And he says, the reason is, I want to be able to distinguish between good and evil. И почему? Потому что я хочу различать между добром и злом. And what our goal has been this week is to open our hearts that we might hear. И нашей целью вот здесь как раз и было, чтобы открыть сердца для того, чтобы слышать. To hear the counsel of godly brothers and sisters. Слышать совет братьев и сестер. To hear the message that God is putting before us in His Word. Слышать то послание, которое Бог дает нам в своем слове. To hear the promptings of His Spirit within our own spirit. Слышать побуждение Его Духа в нашем духе. As He urges us to pursue what is good. Побуждает нас идти к тому, что добро. And during the course of these opportunities to listen, И во время вот этих вот возможностей послушать, которые были у нас, I pray that your heart has been opened я молюсь, чтобы сердце ваше было открыто, so that you have recognized areas in which you want to improve. и надеюсь, что вы нашли те части жизни своей, в которые вам хочется стать лучше, The condition of your heart. и улучшить сердце свое. I have problems with my physical heart. У меня есть проблемы с физическим моим сердцем. A few years ago, I Пару had лет назад 4 bypass surgeries. мне делали операцию по шунтированию сердца. A year ago, I had to have stents put in Мне стенты еще вставляли, because some of those потому что bypasses некоторые had begun to collapse. и даже из тех шунтов, что поставили, они уже стали закрываться. 2 days before I came to see you, За 2 дня до того, как я приехал к вам, I went back to my cardiologist, я опять видел кардиолога своего, and he gave me an extensive number of tests. и он провел множество разных тестов со мной. I was a little anxious to hear what he would have to say when he looked at the results. И я ждал, что он скажет, когда вот смотрел на результаты этих тестов. And the first words И were, первые его слова были: your heart is as good as new. у тебя сердце как новое. I could take these test results to any doctor in the city, Эти тесты я мог показать любому доктору в городе. and he would never know that you had ever had any heart trouble. И он бы никогда даже не сказал, что у вас какие-то есть проблемы с сердцем. For our spiritual heart, that's the test results we're looking for. И для нашего духовного сердца вот какие результаты анализов мы ждем. For us to be so transformed into His Что likeness мы были настолько превращены и преобразованы в Его подобие, that God who reads our heart and its intent что Бог, который видит наше сердце и намерения Его, will say, good as new. чтобы Он сказал: хорошо, как новое. You have many, many years to live. У вас еще много-много лет впереди. In fact, У вас вообще-то an eternity. вся вечность. So what is the blockage in your spiritual heart Что блокирует ваше духовное сердце?
that needs to be removed и что нужно убрать оттуда, so that it can be more like new. чтобы оно было больше подобное новому. We're going to be passing out something to each of you Сейчас here in будем just a moment. раздавать вам через несколько минут вот такие штучки. On the front, it looks simply like the symbol that you see Впереди on the оно screen. похоже на вот эту картинку вот здесь. But on the back is space for you to write a message for yourself. А сзади есть место, чтобы вы написали для себя послание. And above the message area is a magnetized strip, И над ним есть магнитик приклеен, so that it is easy for you to put this on something чтобы его можно было приклеить, ну вот так. where you will see it often. Там, на каком-то месте, где вы будете его часто видеть. What we want you to do Что мы хотим, чтобы вы сделали, is to record записать some commitment you are making какое-то решение, которое вы принимаете, to pursue a cleaner or purer heart. чтобы ваше сердце было более чистым. No one else will see this. Никто этого не увидит больше. It is for you and you alone. Это для вас и только для вас. But we know that at times like this, Но мы знаем, что в такое время it's easy to make commitments to ourselves легко дать себе какое-то обещание, that we forget tomorrow. принять решение, которое мы забудем завтра. The things that are on your heart tonight Но то, что сегодня у вас на сердце, that you feel you most need to address in your life, и что, о чем вы думаете, что самое важное сейчас для вас, must not be forgotten. эти вещи нельзя забывать. Your listening heart Слушайте внимательно. has been touched by something that has been said or done this week. Слушайте внимательно ваше сердце, оно коснулось чего-то на этой неделе. And while that message is still live within you, И пока это послание еще живо в вас, translate it into a commitment in writing here. переведите это послание в слова и запишите его здесь. And as you have finished that exercise, И когда вы это закончите, we're going to all retire to the outdoor theater, мы все выйдем на улицу, and we have some very special activities and songs и там есть особое мероприятие, to bring this evening of renewal to a conclusion. приготовили для того, чтобы завершить сегодняшний. And so if you will just be patient, our attendants will be passing the cards Сейчас to они you. будут раздавать вам вот эти вот карточки. Hopefully you have something to write with, Надеемся, что у вас есть чем писать. and we have pencils for those who do У not. нас есть карандаши для тех, кому нечем писать. And take a few moments to reflect И немного подумайте and write down your commitment и on your heart. запишите, какое решение вы принимаете для себя.